Всем привет, с вами Уссурийск. Как обычно, все по делу и без воды. Привезли мотор Yamaha 6, который приехал из Японии. Он на длинной ноге и будет использоваться как докатка на катере. Попросили раздушить его до 8 сил. Однако при проверке двигателя мы обнаружили, что не работает охлаждение на холостых оборотах. Контролька просто пропадает и двигатель начинает перегреваться. При добавлении газа контролька начинает идти, однако двигатель греется по причине заклинившего термостата в системе охлаждения. Он заклинил в закрытом положении, и поэтому мотор все равно перегревается. Судя по всему, двигатель долго где-то хранился или висел. Для того, чтобы нам раздушить его до 8 сил, требуется снятие двигателя, но многие болты закисли и не крутятся. Чтобы добраться до термостата, нам требуется снятие этой крышки. Это не головка блока цилиндров, это просто крышка охлаждения, там каналы охлаждения. Термостат находится здесь. Один болт мы выкрутили, остальные болты просто не поддаются. При снятии двигателя мы можем добраться до настроенного выхлопа, для того, чтобы его рассверлить, убрать ограничения по выхлопу. И требуется разборка карбюратора для того, чтобы рассверлить, либо заменить эмульсионную трубку. Проверили компрессию, она составляет 9 кг на каждом цилиндре. Это хороший показатель. В редукторе масло без воды, и это очень хорошо. На холостых контролька не работает. Добавляем газ. Добавляем газ, и контролька начинает идти. Затем снова пропадает, и идут выхлопные газы. Греется эта часть двигателя, которая должна быть всегда холодная. И греется эта крышка. Причем, если мы будем давать газ, нагнетая воду, эта крышка начнет охлаждаться постепенно, но это все равно будет нагреваться. Это говорит о том, что либо термостат заклинил, либо что-то забито. Редуктор сняли, а тут водяная помпа в хорошем состоянии. Забито где-то в двигателе, может лопасть от крыльчатки застряла, может песок. Можно проверить водяную помпу отдельно от двигателя при помощи дрели. Для этого мы снимаем винт и проверяем. Помпа работает очень хорошо. Открутили 6 болтов под двигателем. Сняли механизм газа. Не нужно снимать троса. Можно просто открутить 2 болта. Открутили провод массы и топливный шланг. Сделали под двигателем один залом. И теперь снимаем мотор. Здесь находится подача воды. Попробуем продуть трубку охлаждения. Может, в ней грязь или куски крыльчатки. Здесь находится контролька в этом канале. В таких случаях нужно проверять трубку охлаждения на целостность. Она может сгнить, сломаться, треснуть. Выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения и передавливать на холостых. Трубка охлаждения оказалась не забитая и целая. Сняли крышку. Сделали один залом, остальные болты удалось аккуратно выкрутить. И увидели здесь термостат, который находится в расплавленном пластике. Это была втулка термостата вставная, которая от перегрева расплавилась и не дает воде двигаться дальше. Термостат там может и рабочий, но он просто там заблокирован.
Мы его будем выбрасывать, новый термостат ставить не будем. Так решили мы с владельцем. Необходимо нам еще вскрыть и эту крышку, боковая крышка выхлопа, чтобы убедиться, что там все чисто, чтобы прочистить и уже не было никаких нюансов. Далее нам необходимо снять настроенный выхлоп и рассверлить его для увеличения мощности. Мотор 1993 года. Сняли боковую крышку, сделали здесь 3 залома, но здесь все чисто оказалось. Ничего не забито, нет песка особо. Каналы все чистые. Теперь будем выкручивать заломы. Вот, кстати, термостат. Сняли настроенный выхлоп, сделали 2 залома. Здесь тоже находится канал для слива воды, который нужно проверять, чтобы он не был забит. Он здесь оказался свободным. Там видно ограничитель мощности. Эту трубу мы будем зажимать в токарный станок для рассверливания. Сняли карбюратор. Карбюратор необходимо чистить. Для увеличения мощности мы либо меняем, либо рассверливаем диаметр этой эмульсионной трубки. На шестерке ее диаметр 2,2 мм, а на восьмерке 2,6 мм. Она находится здесь. Все, только эмульсионная трубка и только настроенный выхлоп. Больше здесь ничего делать не надо. Не нужно снимать клапаны, ничего там отодвигать. Все заломы мы выкрутили, высверлили. Теперь приступаем к сборке. А для этого у нас есть ремкомплект. Это ремкомплект двигателя со всеми прокладками. Тут еще сальники есть. Заменим нижний сальник. И все должно работать. Также надо будет найти недостающие болты вместо сломанных. Yamaha готова. После переборки крышек появилось охлаждение. Контролька работает, не пропадает. Не всегда виновата водяная помпа, если двигатель перегревается. На этом ремонт закончен. Все, что оговорено, мы сделали. На этом все. Всем пока.